Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Как вы видите, сегодня я не одна, сегодня со мной Вейда. Всем привет, меня зовут Джанвида. И Вейда сегодня расскажет нам о своих ощущениях в Москве. Будем задавать ему вопросы. Готов ответить на Я наши готов. вопросы? Да. Отлично. Я отправила Вейде несколько вопросов, тем, и он выбрал тему, хочет рассказать о первых впечатлениях о Москве, о России. Давайте начнем. Да, давай. Вейда, расскажи, когда ты приехал в Москву? Я приехал в Москву в сентябре прошлого года. Так, отлично. Значит, сколько времени ты уже здесь? Уже 9 месяцев. 9 месяцев. Мгм. Зачем ты приехал в Москву? Чтобы учиться МПГУ и на филологическом факультете. Отлично, хорошо. Когда вы приехали в Вейда, вы знали русский язык? Да, я уже в Китае учил русский язык. Так, как вы понимаете, Вейда приехал не с нулевым уровнем. Он немного знал русский язык, и, как вы уже поняли, Вейда у нас из Китая. Ну и какие у вас первые впечатления о Москве? Да, я первая поездка в страну, Мгм. в другую страну, и тоже на самолете первый раз. Мгм. Да, это для меня все неизвестно. Так, хорошо. Все было неизвестным, все было необычным, Да, странным. Страшно было? да, для меня тогда я не могу, я все боялся. Боялись всего. Боялся. А сейчас? А сейчас нормально, Почему вы выбрали Москву, Россию? потому что Москва это столица России. И я думаю, Москва это международный, очень большой город. Мгм. Поэтому здесь есть много хороших университетов. И я могу получить много знаний. Мгм. И здесь я могу знакомиться с людьми из разных стран. Я могу узнать культуру из разных стран. Мгм. Так, хорошо. С кем вы здесь познакомились? Я в университете в группе я уже познакомился с друзьями из Колумбии, из Турции, из Вьетнама, и еще много из России. Много из России. Так, то есть такая вот интернациональная группа, Да. интернациональное обучение. Но вы изучаете все русский язык. Все русские. Всей русский язык. То есть говорите только на русском языке. По-русски, да, только по-русски. Отлично. Что вы почувствовали, когда приехали в Россию? Когда только я приехал в Москву, я чувствую себя плохо. Я думаю, ничто не успешно. Так. Потому что также я не хотел есть еду. Потому что я первый раз без родителей живу сам. Я думаю, все документы я сам оформил. Мгм. Я не знаю, как делать. Мгм. И я не умею готовить блюда. Я тоже сам научился. Да. Мгм. И на уроке я тоже ничего не понимаю сначала. Мгм. Я думаю, трудно для меня. Но Это было первое время. А сейчас? сейчас все нормально. Сейчас вы умеете готовить, Да, вы умеете оформлять документы, да, уже можете самостоятельно путешествовать. конечно. Так, и уже хорошо чувствуете себя на уроках. Да. На уроке я нашел уверенность в себе. Мгм. Я могу больше разговаривать с преподавателем. Мгм. Я люблю сейчас.
Так, хорошо. Сразу скажу, что Вайда не мой студент, он Мгм. учится в другой группе, но у него очень хорошие успехи, поэтому я позвала его для интервью. Так что здесь все, как он говорит хорошо на русском языке, это заслуги другого преподавателя. Что вы можете рассказать о Москве? Какие первые впечатления о городе? Москва, я думаю, очень красивая. Мгм. И много великих зданий, например, Кремль и Красная площадь. На улице и на станции метро я встретил много шум, много уличных, Мгм. уличных шум. Я Мгм. думаю, например, скрипка, Музыканты. да, Так, скрипка, сакс и гитара. и гитара. Гитара. То есть уличные музыканты очень популярны в Да, Москве. я думаю, везде и искусство. Мгм. Везде. Везде искусство. Мгм. Есть ли у вас уже любимое место в Москве, в которое вам нравится ходить, в котором вы чувствуете себя комфортно? Например, когда я часто вернулся в общежитие в дороге на станции метро, когда я слышал музыку, Мгм. я думаю, чувствую себя уже хорошо. Уже Я хорошо. забыл на занятии устал 12. Так, хорошо, отлично. А скажите, какой ваш родной город? А, Похож ли он на Москву? Мой родной город это Харбин, очень похож на Москву, Мгм. но есть разница. Я думаю, оба они имеют много зданий европейского стиля. Мгм. 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 Э, Но чем в Харбине, в Москве, конечно, больше, намного. Мгм. Больше намного. Когда я видел Кремль, я видел соборы, Так. я думаю, я похож войти в историю России. Так, то есть стало интересно Да, изучать историю России. да, я думаю, очень красиво. Когда я первый раз приехал на Красную площадь, я думаю, ой, я как... Потому что китайский учебник русского языка, Ага. первая страница, это Красная площадь. Мгм. Поэтому меня увидела. Да, то есть вам было очень интересно из учебника и вдруг увидеть это все как в реальности. Да, чудесно. Похожа картина в учебнике на реальность? Да, я Похоже? очень похож. Я думаю, очень настоящий. Да, прям как настоящее. Я думаю, в Харбине не как в Москве, потому что около здания европейского стиля есть много лавки быстрых блюд. Мгм, Мгм. мгм. И не как Красная площадь. И я думаю, ритм жизни Москвы очень быстрый. Быстрее, чем в Харбине? Да, да. И все идут пешком в спешке, очень быстро, как машина. Мгм. В метро тоже много народу, но увидела то, что в метро очень тихо. Нет люди не очень Как кричат. будто люди молчат. Да-да. Да, Очень вежливо. очень вежливо, очень тихо. Да, не так шумно. Да. В Хотя, Харбине наоборот. да, хотя мы думаем, что в московском метро очень шумно. Теперь мне даже страшно попасть в Харбин, насколько там будет шумно в метро. Очень шумно. Очень... Но в Харбине наоборот очень шумно. И я думаю, жизни беззаботная. В Да, Харбине. да, в Харбине без стресса. А в Москве стресс. В Я Москве думаю, стресс. когда будете пешком, я тоже так, я тоже спешу. Так, хорошо. И Да, это правда. В мгм, Москве все люди постоянно куда-то торопятся. Куда-то им нужно бежать, спешить. Так, хорошо. Был ли момент, когда вы думали, все, что-то здесь не так? Мгм. меня увидела, что русские зимой одеваются очень легко. Потому что на улице я видела девушку, которая оделась в юбку. В юбке была. Да. Длинная, короткая? Короткая. В короткой Да. юбке. О, я испугался.
Ну, я дома, я смотрю в окно, я в окно, я видел эту девушку. Мне тоже холодно. И вам было Да, холодно. Вы да, прям чувствовали да, холод чувствую себя. вместо нее. Да. Когда в магазине я видел, первый раз видел кефир, я считаю, это другое название йогурта. Нет, Ну по вкусу да, другое. да, я первый раз, я считал Мгм. так. Но когда я пил этот запах, я не могу принять. То есть кефир вам не понравился? Я испугался. В Китае нет такой кефира. Мгм. Нет, Нет такого да. продукта. Я А чуть вообще не кефир очень полезный продукт, Ага. хороший для пищеварения. немного здоровья. Да, очень, очень хорошо влияет на Хорошо. именно пищеварение. Здоровый продукт. И еще, я думаю, незабываемо на всю жизнь это газировка. Газировка. Мгм. Газировка, которую я не могу Ну, принять. Кока-кола, это же тоже газировка. Но только вода я не могу с газом. То есть вода с газом. В Китае нет воды с газом? Может быть, человек любит, Мгм. но только сам делать нет, в магазине продается. Мгм. Но Понятно. первый раз, потому что я очень хочу пить, а потом я в магазине купил. Я не смотрю, только любой. Мгм. То есть вы увидели, что вроде бы вода, Да. купили, а Когда оказалась я газированная. я испугался. Что это? Что такое? Ой, страшно. Было страшно. Мгм. Какие русские привычки вам показались странными? Что удивило? Сначала я не понимаю, почему русские войдут, внутри надо раздеться пальто. Мгм. И я не понимаю, почему русские никогда не улыбаются. Но сейчас я знаю, это привычка. Это привычка. Да, это Все-таки правда, да? Стереотип это это правда. правда, что русские мало улыбаются. Ну, наверное, на улице, а когда на занятиях и везде. после знакомых Мгм. все нормально. Русские преподаватели все мне улыбаются. Улыбаются, да. Это такой стереотип, да. С незнакомыми мы не очень часто улыбаемся. Да. И давайте последний вопрос. Сложно ли общаться на русском языке? Да, точно сложно. Я ожидала Я- другого Я ответа. часто забываю падежи и новые слова. Я часто забываю. Я не могу вспомнить. Мгм. И когда я по-русски говорю долго, моя голова сильно болит. Так, что, каждый день болит голова? Потому что если очень долго, только по-русски, я думаю, голова клюет Мгм. много-много, быстро. Так, но вы здесь много говорите по-русски? Только на занятии и в общежитии встречаю друзей Мгм. разных стран. А когда вы в магазине, когда вы В магазине, гуляете да, по тоже улице? я боюсь. Почему? Потому что в кассе кассир очень страшный. Я думаю, грубая. То есть вы чувствуете себя неуверенно? Да. Так, ну ничего страшного, не Я переживайте. Вы хорошо говорите по-русски, вы молодец, Вейда. Давайте поблагодарим, скажем, Вейда, спасибо за такое маленькое небольшое интервью. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я обязательно передам вопросы Вейда. И также, если что, Вейда сам сможет отвечать на вопросы в комментариях. А сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и изучать русский язык вместе. Пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи. До встречи.